Здравствуйте, друзья и подписчики нашего канала. Мы решили снять видео о том, как муниципалитет заботится о жителях Мерсина. И наша первая локация сегодня – это Чимашир кафе. Стиральное кафе. Я такого, честно, нигде еще ни разу не видела, но очень крутая идея. Представляете себе, вот вы студент, учитесь в университете, вы можете прийти в это кафе, выпить чашечку чая, пока вы пьете чай, будет стираться ваше белье, причем муниципалитет снабжает также и порошком, абсолютно бесплатно, 3 раза в неделю студенты могут приходить в это кафе и постирать какие-то свои вещи. Я думаю, это очень круто вообще. Респект Вахабу Сичару. Поехали дальше. Следующая точка, на которую мы приехали, это центр водных видов спорта под эгидой муниципалитета города Мерсин. Здесь и байдарочный спорт, и плавание, и катание на сапах, ну, все водные виды спорта. Вот год назад, когда мы снимали, здесь была афиша просто, что вот здесь будет строиться вот такой вот центр водных видов спорта. Как вы видите, через год здание уже построено, этот центр уже работает. Рядом с центром водных видов спорта есть спортивное кафе, трибун-кафе, где люди пьют чай, пиво, кушают и смотрят различные виды спорта по телевизору, например, там футбол, матчи всякие, баскетбол, волейбол и так далее. Пойдемте посмотрим это кафе. Город Мерсин такой молодежный, прогрессивный город, город-оппозиционер. И мэр города старается идти в ногу со временем, с молодежью и открывает вот такие вот кафе-бар. Там все в таком рок-стиле, играет такая музыка современная. И, ну и, как я вам сказала, можно смотреть матчи, так как это все-таки спортивное кафе. Смотрите, какой здесь прекрасный вид. Мы сейчас идем, прогуливаемся по набережной Виран-Шехире. Она тянется туда вглубь до Ени-Шехира и до порта. И вдоль набережной много вот таких вот муниципальных кафе. В каждое мы будем заходить. То есть муниципальные кафе – это кафе, которые построил муниципалитет под эгидой Вахаб Сичара, мэра города Мерсин. И в этих кафе цены гораздо ниже, чем в таких вот просто частных кафе. Вот, например, здесь продают мороженое. Давайте посмотрим, какое здесь есть мороженое, сколько оно стоит. Йогуртовое очень вкусное. Или каймак. Кто-нибудь есть здесь? Или они сегодня не работают? Думаю, что кафе, вот его только открыли буквально месяц назад, и, наверное, его открывают только в выходные и по вечерам. И сейчас уже мы видим, здесь есть лимон, там всякие Blue Sky, всякие ягодное мороженое, йогуртовое мороженое, из каймак. В общем, очень много видов мороженого. В Турции есть такая модернизированная халва, пахлава. Мы знаем, в нашем понятии пахлава это такое вот слоеное тесто, да, с орешками и так далее. Сейчас очень вот стали делать во многих местах пахлаву из молока. С молоком, пропитанная там и усыпанная шоколадом. Очень-очень вкусно, называется холодная пахлава. Она и в Мерсине есть точки, где вкусно делают. И вот здесь вот представлено, надо попробовать, как делают здесь. Тему о заботе о населении города Мерсина со стороны муниципалитета хочу сказать то, что вообще по городу и вдоль набережных, и в районе, и в центральных районах, и даже в районе Тумюк, отдаленных районах есть туалеты. Общественные туалеты, причем они чистые, они убираются с мылом, с салфетками и так далее. Вот один из таких вот туалетов вдоль набережной. Следующее кафе
от муниципалитета. Это Лимон-кафе. Такие белые столики, белые зонтики. Красиво все стильно смотрится. Здесь можно и чай попить, и поесть мороженое. Кафе называется Лимон-кафе, и оно было открыто в честь цитрусового фестиваля, который проходит каждый год, примерно в октябре-ноябре в городе Мерсин. Очень красочное мероприятие, и мы когда-нибудь обязательно вам снимем видео про фестиваль. Вот есть меню, можно посмотреть ассортимент, можно съесть тост, какой-нибудь сэндвич, бургер. Есть чизкейки, различные торты там и прохладительные горячие напитки. Мне очень нравится концепция мэра города Вахаб Сичара, как он благоустраивает свой город для местных жителей, для жителей нашего любимого города Мерсин. Здесь сделано все так, чтобы люди не просто жили, а жили счастливо в своем любимом городе. Вот, например, вот такие вот качельки вдоль набережной, их много, вы можете сесть, отдохнуть после трудного рабочего дня, посмотреть на море, напитаться энергией и пойти счастливым домой отдыхать. Пошли дальше. Также в городе есть библиотека, она работает 24 часа в сутки. Здесь студенты могут посещать эту библиотеку, даже поесть какой-то горячий обед или ужин, позаниматься. Здесь есть интернет, конечно, и доступ к информации, электронной информации, а также большое количество книг. Вот так, друзья, вы можете загорать на шезлонге в кафе, которое тоже от муниципалитета было построено. И называется оно Панаир кафе. Сейчас мы зайдем с вами и посмотрим, какой здесь ассортимент, чем здесь можно полакомиться. Ассортимент похожий. В общем, каждый выбирает по своему месторасположению, где ему лучше. Я думаю, везде будет одинаково вкусно. Здесь пончики есть и различные пироженки. Да, и также, я думаю, разные тосты и так далее. Сейчас я спрошу, что у них есть из еды. Так, смотрим, что у нас есть. Смотрите, есть завтраки, есть всякие закусочки, есть специальные блюда от кафе Панаир. Можем посмотреть сейчас. Сейчас откроем бургеры, макароны, салаты, напитки различные, кофе холодный, горячий. Очень много чего. Давайте посмотрим, какие предложения от кафе. Есть, например, целая тарелка на 2 лиц, 170 лир стоит. Курица с грибами, 120 лир. Картошка с сосисками, 80 лир. Бургер 150 лир. Ну, в общем, в принципе, нормальные цены, приемлемые. Рядом с кафе есть амфитеатр, здесь проходят различные концерты городские. А сейчас мы пойдем с вами в детское кафе, у него есть своя концепция. Пойдемте посмотрим. Survivor, по-моему, Survivor. В Турции очень популярна программа, она у нас тоже шла, Супергерой, где герои этой программы состязаются, преодолевают различные препятствия. Даже у моего ребенка есть свои там фавориты и так далее. Она очень популярна, она идет уже много-много лет. Так вот, это кафе сделали вот именно согласно этой концепции. Здесь вот есть различные тренажеры, на которых могут веселиться, играть ваши дети. Пойдемте посмотрим. Вот она, полоса препятствий. Пожалуйста, дети будут здесь играть, сливать свою энергию, а вы будете наслаждаться, пить чай и, там, не знаю, перекусывать в это время, смотря на них. Вот оно, само кафе. Причем, если вы заметили, все кафе расположены в самых лучших локациях, в самых лучших местах. И что очень приятно, что муниципалитет, государство заботится о том, чтобы вот именно муниципальные недорогие кафе занимали лучшие участки, а не частные. Мороженое и различные фастфуды. Вот такие маленькие столики специально для малышей. Есть еще одно кафе от муниципалитета, в котором проводятся мастер-классы для взрослых и для детей. Вот сейчас идет какой-то мастер-класс. Давай покажем. Смотрите, специальные маленькие стульчики. Кстати, я вам не говорила еще, вот этот вот знак означает, что это кафе или какое-то, не знаю, помещение от муниципалитета. В городе открылась новая локация от города. Здесь дети
могут заниматься активным времяпровождением. Вот, например, здесь, смотрите, такие холмики предусмотрены, можно бегать и не бояться о том, что ваш ребенок упадет и ушибется. Там маленькие машинки и трассы для маленьких машинок. Также вечером выставляют большие шахматные фигуры, и можно играть в шахматы, переставлять. Это очень занимательно и весело. Пошлите смотреть, там реально. У турков паническая боязнь того, что их ребенок упадет. У них они постоянно, вот ребенок бежит, не беги, не беги. Вот здесь вот они, наверное, учитывая свои вот эти вот страхи, сделали вот такую вот зону мягкую, где ребенок может бегать и не ушибется. Так как локация новая, вот сейчас засадили вот этими растениями, и когда они примутся, обовьют вот эти все беседки, будет очень красиво и будет тенек. Очень классная задумка, потому что я думаю, что здесь даже проводят мастер-классы и обучают детей элементарным правилам дорожного движения. Вот смотрите, здесь все написано, знаки. Вот прям как реальная мини-дорога. По стоимости здесь 50 лир за 15 минут. То есть платите 50 лир, 15 минут ребенок у вас здесь катается. И Вообще, что мне еще понравилось, что здесь даже не обделили велосипедисты, сделали даже такие велосипедные дорожки. Еще один муниципальный туалет, тут даже заботится о инвалидах. Вот есть мужской туалет для людей с ограниченными возможностями, для женщин с ограниченными возможностями. Здесь можно перепеленать своего, поменять памперс ребенку. Это комната пеленальная, наверное, как называется. И вот, а вот это вот комната для персонала. В общем, зашли в кооператив, который прям рядышком находится с этой детской трассой. Вот, пожалуйста, томатный сок продается. Я куплю сейчас себе лечу. Причем цены здесь недорогие. Вот такая баночка 95 лир. В магазине она гораздо дороже бы стоила. Под 170, наверное, вот так вот. В банка варенья 70 лир. Вот эта вот баночка лечу, которую я купила, она стоит 50 лир. Да, кстати, хорошая идея для подарка. Можно там вот различные косметика, вот то, что женщины своими руками делали. И вот эта вот женская организация, женщины делают своими руками из лаванды различные изделия. Вот эта лавандовая вода, различные масла, какие-то вазелин, мыло, косметика. Есть гранатовый соус, да, оливки. Кстати, вот есть лапша из шпината. Например, я первый раз такую вижу. Для тех, кто следит за питанием, я думаю, прям хорошая альтернатива. Вот есть обыкновенная лапша. Кто-то печеньки вот делает. Зарабатывают деньги. Кому уже надоело вести в подарок лукум турецкий, вот смотрите идея. Шоколад ручной работы, например, дольки апельсина или цедра апельсинов в белом, там в черном, молочном шоколаде. Просто вот дольки апельсина высушенные. Вообще крутая идея. Вот еще одна классная площадка от муниципалитета. Рядом с детской трассой есть вот такие, вот я вам говорила про них. Шахматные фигуры. Дети могут здесь вот заниматься игрой в шахматы. Вообще очень круто для развития детей. А там вот теннисный стол, теннисные столы стоят. Это что у нас? Какие-то площадки для гольфа. Мерсин очень красивый, крутой город, друзья мои. Не слушайте всяких блогеров. Сейчас проезжаем Марину. Тут такие у нас кони стоят. А вот прямо за конями там есть детская площадка, вообще классная. У меня Тимурка там по полдня проводил. Совершенно бесплатная. Там разные горки, разные высоты, разных моделей. Там вообще реально дети там просто забывают про все и могут. Вот она, огромная площадка от муниципалитета. А вот с этой стороны, вот поверни, Илья, камеру. Вот с этой стороны, здесь уже частные кафе, и здесь ценник в 2 раза дороже, но тоже очень есть крутые места, мы про них вам тоже будем постепенно все рассказывать. Мы с командой уже очень проголодались, и последняя локация у нас
нас будет рыбный ресторан, где мы отведаем вкуснейшей морской рыбы. Называется это кафе Денис Ден. Это кафе от муниципалитета. И ценник здесь гораздо дешевле, чем, например, в рыбных ресторанах напротив. А рыба, я думаю, не менее вкусная. Пойдемте пробовать. Пришла наша еда. Я предчувствую, что это очень вкусная рыбка, прям сочная такая. Сейчас буду пробовать. Из того, что мы попробовали, закуски вообще классные, как вы видите, их уже половина нет. Креветки неплохие. Но вот в дорогом рыбном ресторане они бы пришли такие шкварчали бы. А тут они уже чуть-чуть немножко остывшие. Но рыба вкуснейшая, мне кажется, сейчас я попробую. Попробовал кто-нибудь рыбу? Таня жареные сардины. У меня вкуснейший соус. Рыба вообще свежая. А вы слышали, что у турков есть поверье, что когда ты съел рыбу, чтобы она поняла, чтобы она умерла, обязательно нужно съесть что-то сладкое. И поэтому во всех рыбных ресторанах, как правило, есть какие-то сладости, или фрукты, которые подают после рыбы. Так, счет у нас вышел в 1300 на 4 человек. В рыбном ресторане в таком, наверное, вышло бы около 2500 в среднем, по-моему, так. В Турции принято оставлять чаевые, но можно и не оставлять. Я оставляю. Итак, друзья, мы сегодня прогулялись с вами по муниципальным заведениям, кафе, ресторанам, покушали рыбу, отведали сладостей, и все это по доступным ценам. Очень приятно, что мэр города Мерсин заботится о своих людях, заботится о студентах, заботится о жителях Мерсина. И, как вы видите, можно пообедать не только в Марине, но и вот в таких вот муниципальных, недорогих ресторанах. Если вам понравилось видео, обязательно поддержите нас лайком, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, пишите комментарии, а я желаю вам всего самого наилучшего, с любовью из Мерсина и Шанслар!